Всем привет, с вами Дэн, и смотрите, какую редкость я раздобыл на обзор. Деревянная коробочка от Nomos и, пожалуй, любимая моя линейка у Nomos. Club, версия Campus и с необычным цветом циферблата. Сейчас все посмотрим, но для начала давайте, значит, у нас здесь гарантийная карточка. Здесь, по-моему, приветственное письмо. Эти часы БУ, поэтому здесь определенные следы носки будут. Так, здесь инструкция. Тряпочка. И вот он, красавчик, розовенький. Ой, смотрите, да. Я знаю, сейчас обязательно в чате, в нашем, в Телеграм будут некоторые слова восторга и сожаления, что кое-какая модель розовая не вышла у другого бренда. Но у нас сегодня Nomos 728 Club Campus Deep Pink, глубокий розовый. И знаете, у Nomos, честно говоря, очень слабые рендеры на сайте, плохие, не очень качественные. Мне не нравится, как они визуально показывают свои модели. И я сколько видел фотографий этого Nomos, я всегда думал, у него такой слишком светлый розовый. Но на самом деле он глубокий. Он такой прям солидный, я бы сказал. И да, конечно, розовый цвет, наверное, не самый подходящий, может быть, для мужских часов. Ну, по большому счету, здесь модель не такая большая, 38,5. Но, правда, это здесь номовские типичные ушки, достаточно длинные. Так что, все-таки я бы не назвал ее унисексом, я назвал бы ее мужской. Но для мужчин, которые смотрят что-то необычное, что-то вот такое, то, что не набило оскомину, потому что, ну, как правило, там синий, зеленый, черный, белый, стальной, это уже, наверное, у всех есть, особенно у фанатов часов. А вот что-нибудь такое летнее, необычное, иногда душа просит. И под определенное настроение, под определенный стиль одежды, собственно, почему бы и нет. К тому же, в последние несколько лет розовый на хайпе, особенно, как мне кажется, это после того, как Месси перешел в американский клуб, там, Лос-Анджелес, по-моему, и, собственно, все там завертелось. Тюдор розовую модель выпустил, и много-много розового. И, в общем, розовые на хайпе последние годы. Но Nomos эту модель выпустил достаточно давно, лет где-то 5 назад. Так что Nomos заранее смотрел в будущее и выпустил вот такую версию кампуса. К сожалению, это та версия, где блестящая задняя крышка, конечно, прекрасная здесь полировочка, но я, конечно, всегда люблю Nomos с прозрачной задней крышкой, но вот некоторые версии, точнее, большинство версий Club Campus, они как раз-таки с глухой задней крышкой, но зато здесь можно какую-нибудь памятную гравировку сделать. Значит, сталь 316L здесь, давайте, кстати, что-то я это... Ага, да. Надо немножко стрелочки перевести, чтобы был покрасивший у нас циферблат. Здесь, кстати, заводная головка не завинчивается, но при этом 100 метров водозащиты. Я считаю, что это правильно по двум причинам. Ну, во-первых, не надо ничего отвинчивать, завинчивать, что само по себе не очень хорошо. Мало ли что там сотворите, да, с резьбой. А 100 метров это всегда приятно. Ну и к тому же в таких часах мало кто будет в бассейне плавать, но если вдруг придется, то часы выдержат. Значит, 38,5 здесь диаметр, высота 8,5 мм. И давайте все остальное уже померим. Да? Так, ну как интересно все-таки высота. Да. Нет, ну смотрите, 9,1, это здесь стекло просто высокое. Стекло высокое, значит, они на заводе прописывают, что здесь... вот так 7. Так, стоп, без стекла. Ну да, они без стекла мерят. Хитрые. Ну, стекло высокое, да, оно прям возвышается. Так, 20 от ушка до ушка. Ну, кстати, что я жалуюсь-то? Тут даже 9 мм с учетом 100-метровой водозащиты, это круто. И длинные уши. Типичные номосовские длинные, немецкие, я бы даже сказал, гласхютовские, 48,3. И что у нас получается? Мое запястье 18,5, и эта модель, она достаточно такая прям средняя по размеру. И классически есть достаточно такое длинное пространство между ремешком и корпусом. Опять же, это стиль Nomos, это стиль Glashütte. Это классический Nomos. Вот даже в этом цвете это прям все равно. Вот корпус, облик этих часов, он узнается всегда. Даже, мне кажется, в темноте узнаешь, как они сидят на запястье. Ну вот, хорош. Мне кажется, под мое запястье как раз 38,5 вот эта версия. Вот то, что нужно.
версия может быть 40, окей, да, вот 42 номосы, когда они, конечно, уже немножко длинноваты получаются, особенно с учетом длинных ушей. Но здесь пропорции классные, то есть такой толстый полукруглый рант, и начинаются вот эти ушки тоже с такой же ширины, как рант, а потом уже сужаются к ремешку. И в целом очень красиво. Ну и, кстати, я бы не сказал, что здесь слишком большое пространство между корпусом и ремнем. Пожалуй, пару миллиметров вполне себе окей. Сапфир с внутренним антибликом, супер люминово на метках и стрелках, малая секунда, как видите, у отметки 6 часов. И здесь внутри калибр альфа, ручной подзавод, мануфактурный, стартовый, я бы сказал, такой базовый калибр от Номоса. 43 часа запас хода, толщина этого калибра всего 2,6 мм и 17 камней. И плюс здесь радированные стрелки. Что касается ритейла, то ритейл у этих часов был 1560 франков, ну то есть примерно где-то 1700 долларов. За мануфактуру, за Glashütte это по нынешним-то временам просто такие подарочная цена, потому что можно посмотреть, сколько стоят не мануфактурники всякие, да, там многие брендики на селиточке часы, да подороже продают. 60 грамм. Не говоря уж про некоторые российские бренды, где цены-то, ой, вообще, даже говорить страшно. И мое любимое занятие – это чтение инструкции с боковой части корпуса. И здесь все видно, каждую букву я вижу. Шикарно, шикарно. Вот она, полировка в зеркало, в черное зеркало. Ой. Ну, это Номос, товарищи. Номос делает так, что... причем это классика для Nomos, всегда полностью полированный корпус, много труда вкладывается в это, и, соответственно, высокое качество, и всегда очень круто, очень круто. Да, обожаю, это мой любимый бренд, что вы хотите. Ну, помимо, естественно, моей лимитки, конечно. И классика, здесь сочетание Калифорния циферблат, то есть у нас римские и арабские цифры на циферблате. Матовый он, за исключением стрелок, у них тоже зеркало. И секундная стрелка такая оранжевая. Кстати, она не очень бросается в глаза, за счет чего читаемость еще лучше. Ну, здесь и так классная читаемость, но она вот еще лучше за счет вот этой вот детальки. Плюс манеж немножко ниже находится, чем основная часть циферблата. Ну и бакля от Nomos. Кстати, это базовый вот ремешок, который с этими часами шел. И что интересно, handmade in Germany, кстати. Сделано вручную в Германии. Но в Nomos вообще Nomos заявляет, что у него 95% всего, что есть в часах, производится на их мануфактуре. По-моему, за исключением стекол и, может, еще каких-то... и рубинов. Все остальное делают сами. Это истинная настоящая мануфактура. Находится в знаменитой деревушке, да, Glashütte, где самые-самые великие немецкие бренды. И несмотря на то, что часам сколько, лет 5 уже, ремень в шикарном состоянии, кстати, базовый. И он очень классный, он очень мягкий. Мне нравится это сочетание матовый розовый и матовый серый. Это просто идеально. Просто идеально. Очень круто. Да, стекло чуть-чуть возвышается, это прям видно. Поэтому некоторые отражения здесь есть, несмотря на антиблик. Сделано в Германии, да, тут так скромненько подписано. И посмотрите, какие объемные цифры здесь. И еще что самое важное, вот эти мелкие секундная разметка, она тоже вся объемная. Это не так хорошо, может быть, на камеру видно, но вот так вот, если поймать вот эту цифру 30, она объемная. Это круто и дорого так сделать. Ой, хорошо. Вот просто, да, но очень дорого и со вкусом. В простоте вот этот шик Номоса. Bauhaus. Класс. Ну что ж, только приятные эмоции у меня вызывает эта модель. И мне кажется, что ей идет и розовый, ей идет и вот этот ремешок, и вот эта полировка, и вообще все здесь классно. А что вы хотели, я еще могу вам про Nomos сказать. Только то, что это идеально на мой вкус по дизайну. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн, конечно же. Увидимся.